Друзья, всем привет, спасибо за заботу. Все смотрят, как я уберу, как подрабатываю. Значит, советы дают, что не бери за наличку, бо Uber настроен так, что ограбления будут в провинции, не катайся. Ну, в принципе, правильные советы. Я сегодня как раз не уберу. Сейчас порассказываю. Видите, вот написано Нубе, вот написано Техер. Я привез Свету, это находится, кстати, кому интересно, авенида Скалабрини-Ортис 1000, да, Альтура или Лерма. Тут находятся всевозможные нитки для вязальщиц. Так как Света имеет вязальный канал, она приехала за нитками, я сегодня не поеду уберить, сегодня займусь складыванием видео, мне надо подправить автоматизации, сейчас ее жду. Не было где поставить машину, поставил на мигалках и сам тут рядышком хожу. Вы посмотрите, так сказать, вот видите, это вот вам адрес, кто из женщин там хочет купить нитки по хорошей цене, они все здесь. Все эти вот несколько кварталов, это нитки. Значит, про Uber. Как правило, первые же дни попал, случайно ошибся по карте и не отменил, можно было отменить, но я уже потом посмотрел, куда ехать. Попал на этот, как его, черта, на Лому де Самора среди ночи поехал. Это за городом, далеко, где-то час езды. Ну, попал в нормальный район. Парень один, он игры делает. Тут был на встрече, работает на иностранные компании уже много лет. Жил там в Европе, там-сям. Говорит, ну, родился в Лома де Самора, живу там, но там, говорит, центр. Так что ты, говорит, безопасно. Ну, потом оттуда я быстро смылся. Так что да, я стараюсь не брать выезд за этот самый, может, только Висенте Лопес, вот эти провинции, которые я знаю, пригороды. И то там, вот вчера, к примеру, за весь день я заехал в пригород на 5 кварталов Висенте Лопес и сразу вернулся в сторону аэропорта. Так что все правильно подсказываете. Наличку, да, я беру наличку, но в то же время я вожу с собой еще аппарат такой. Кстати, пойду я вам покажу. Он у меня в багажнику лежит, надо будет его это... что часто просят перечислением. То есть берется как бы поездка за наличку, но потом говорят, надо перечисление. Можно ли перечислить? Или даешь Алиэс, то есть вот это, чтобы они на банковский счет. Или, к примеру, вот я вам покажу свой аппарат. Он, кстати, здесь у меня сумка такая с такими вещичками всякими. И тут валяется этот аппарат. Вот такой. Терминал. Кстати, я забыл выключить. Уже 3-й день. Сколько там батареи осталось? Да еще до черта. Видите? То есть набираешь цифру, допустим, там, не знаю, 58 тысяч. Ну, в общем, 5800. Тык. И спрашиваешь, допустим, может вам QR показать. Раз, типа QR, смотрите. Хоп, высветилось. Он засканирует и чао. И пошел, заплатил, и мне на счет упало. То есть я пользуюсь еще такой хренью, чтобы наличку не брать. Не то, что не брать, беру. Ну, в общем, правильная мысль, это не ездить вообще за этот самый. За город. Если ты там не вырос, если ты там не знаешь, если ты не знаешь хорошо район, потому что там может 100 метров вправо-влево от центральной улицы быть какая-то вижа, так что такая реальность, опасность есть. Но я стараюсь этим не заниматься. Я живу в нормальном районе, это Бельграно. У нас аэропорт рядом, ривер рядом, стадион. То есть вот как бы аэропорт городской, вот это, знаете, Хорхе Ньюбери. То есть туда люди приезжают, чтобы на самолет, с самолета, а это не те, которые тебя там собираются грабить. И вообще сама движуха такая, вот центр города, Бельграно, Палермо, вот тут я, бывает, подрабатываю. Ну, я же говорю, вот сегодня, к примеру, вообще не собираюсь выезжать, подрабатывать, другие работы надо поделать. Потом спрашивали, платит ли Uber налоги у нас в Аргентине за тебя. И получаешь, ну, как, надо ли монотрибуту, чтобы работать на Uber. Нет, именно для того, чтобы зарегистрироваться на Uber, нету такого, что ты должен дать монотрибуту. Ты должен дать ДНИ, ты должен дать права, ты должен дать справку о несудимости, что ты не преступник. В принципе, все. То есть монотрибуту – это твоя личное дело. И имеешь ли ты монотрибуту или не имеешь. Налоги тоже Uber за тебя не платит. Uber дает страховку на пассажира и на водителя на случай, если что-то случится, но налоги за тебя Uber не платит.
Налоги ты сам должен. Нужно ли монотрибута? Это да, но Uber не касается. То есть ты должен, а потом получаешь на банковский счет деньги. Ты должен как-то их в налоговой инспекции выписывать счета, что ты сделал. Соответственно, тебе надо монотрибута. Но это не Uber за тебя там никакие налоги платит, ты сам. Делаешь монотрибута, делаешь категорию там, соответственно. Я сейчас бухгалтеру сказал, чтобы он мне все подготовил на этот месяц. Но еще раз повторюсь, я совершенно не настраиваюсь на постоянную работу на Uber. Это чисто подработка. Если тебе там, ну не знаю, хочется сильно на рыбалку, а у тебя временно нету денег на бензин. Поехал, поуберил, заправил бак и поехал на рыбалку снимать свои видео. Тем более я собираюсь в отпуск. В отпуск мы улетаем. Вот. И улетаем, в общем, не на 2 недели. Соответственно, потом начнется Новый год, каникулы, все. То есть много расходов. И я решил, что в свободное время от работы можно будет поуберить, подработать, чтобы не залезать, как говорят, запасы, не тратить из запасов, можно периодически подрабатывать. Вот, то есть объяснил. Мы и в хороших районах. То есть вчера я один раз только выехал на 5 кварталов в Висенте-Лопес, заехал, переехал Генераль-Пас. И сразу вернулся обратно и больше не выезжал. Все, стрелял, и все поездки только по Капиталь-Федераль, Капиталь-Федераль, Капиталь-Федераль. Так что, ребята, это все нормально. Ты сам выбираешь поездки. А то, что ты не взял поездку, тебя никто не штрафует. Если будешь все время брать, а потом, ну, как бы это самое, отказываться от поездки, которую взял, это уже будут какие-то там санкции, если больше там 25% ты отказываешься от поездок. И меньше будет там даваться поездок. А если просто не берешь то, что высвечивается, никаких санкций в этом нет, и карта высвечивается перед этим, я сразу смотрю, если это Капиталь-Федераль, беру, если не Капиталь-Федераль, не беру, все. И даже в Капиталь-Федераль я приблизительно знаю районы, какие я не хочу ехать и не хочу. То есть поездки такие, знаете, там, Бельграно, Палермо, Бельграно, Палермо, Палермо, центр, с центра в Бельграно. Ну, вот такое вот в округе. Так, посмотрим, что тут Света выискивает. Она здесь, по-моему. ¿Dónde está? No, estoy buscando. Está же en otro negocio. Ya se fue en otro. Так, наверное, она уже ушла в другой магазин. Я думал, она в этом, потому что я не видел, как она перешла. Я же говорю, здесь нитки. Вы увидели, да? Вот нитки. Я вам сейчас еще и в другом покажу. Так что девочки или мальчики, кто вяжет, вот в Светы куча подписчиков, мальчиков, которые вяжут. Здесь, кстати, тоже продавец, мальчик, тоже, по-моему, ведет группы вязания. А ну тут она или не тут? А, вот, берет у него интервью, смотри. Вон она, у него там интервью берет как раз у мальчика, который вяжет, на свой канал, на испанский, по вязанию. Ну, все. Дальше спрашивайте, потому что в следующем месяце, ребята, будут совсем другие видео. Не будет никакого Uber 100%. Так что будут видео с нашего отпуска. Мы собираемся только этим там и заниматься, все время снимать, возьму с собой. Вот все время выбираю, какую камеру с собой взять. Может, кто подскажет. Потому что к GoPro-шкам я привык. Но 2 камеры с собой тащить неохота, потому что у нас еще и телефоны хорошо снимают. Соответственно, Osmo 3 купили, я ей практически не пользуюсь. Прикидывайте, вот сколько, может, один раз для пробы там что-то попробовал поснимать, никак не привыкнул к этим экранчикам, куда они вертятся, куда направляются. И так я и оставил. Но она вроде для блогерства, говорят, хорошая, ходить там то все, ну вот это все, ну как бы у нее там куча всяких прибамбасов, стабилизация. По сравнению с GoPro-шкой лучшее освещение ночью. И я говорю, давай возьмем, говорю, Osmo 3. А с другой стороны, я к ней так вот как-то не привык, Света к ней не привыкла, она у нас как купили, так и лежит. И потом думаю, может сразу 2 взять, и Osmo, и GoPro-шку, который привык, типа. А с другой стороны, думаю, ну если Osmo не хватит, еще 2 телефона Samsung, которые там хорошо снимают в 4К и 8К, думаю, ну в принципе телефонами подменим. Потому что как бы просто везти за собой в отпуск, еще хреновую гору аппаратуры, тоже как бы это. Что за отпуск? Работа какая-то получится.
Ладненько, пока. Всем привет из Буэнос-Айреса, ребята. Это Аргентина, весна наступила, зелень, видите, свежая на этих самых, постоянная рутина, какая-то движуха. В этом районе, я не знаю, как это называется, именно район, но я сказал, где он находится, на карте посмотрите, наберете улицу, смотрите, видите, вот видно свежая зелень, и собаки воют, гавкают, тут дома не очень большие, видно, ну, у нас вообще любят собак. Так, девочки, мальчики, кому интересно, где я покупала пряжу в Буэнос-Айресе, вот у нас есть такая Сен-Чарли Фабрика де Ланос, если в интернете найдете. И там, в принципе, Скалабрини Ортис 1000, там продается пряжа, там где-то приблизительно 8-10 магазинов пряжи. Вот, так, смотрите, что я купила, кому интересно. Это у нас получается хлопок и бамбук. Вот такая красивая, мягкая, нежная пряжа. Сейчас у нас уже как бы весна начинается, надо вязать летние проекты. И купила также такую пряжу. Это хлопок, как он сказал, не натуральный хлопок, а вегано. Хлопок веган. В общем, вы поняли. Такой серенький, и к нему вот такие серенькие пайетки. Пайетки в моде. У нас сейчас в Аргентине они только начинаются, так сказать, начинают входить в моду. Уже во многих странах давным-давно, а мы только-только расчехляемся, просыпаемся. И вот, не знаю, я пока не знаю, что я буду вязать, но купила вот такую пряжу, которая мне очень понравилась. Цена за все про все здесь так, 68 тысяч песо, ну, приблизительно $50. Короче, здесь посмотрите. Альгодон вегану получается 800 грамм вот этого хлопка серенького. Так, и сколько? 965 грамм вот этого. В общем, цена приблизительно вот такая, нормальная цена. Так что будем вязать вот такую красоту. А мы с Леней уже приехали. Да, нашли стоянку, да. И будем разгружаться. Надо еще поделать дела, которые компьютерные всякие, да и видео поскладывать. Так что все, подписываемся, ставим лайки, следим за нашими интересными делами, потому что у нас стало тепло, а чем более тепло, тем больше тебя тянет на улицу.